Приветствую всех на канале. В этом видео хочу показать, как мы проращиваем черенки винограда в школке, какие используем стимуляторы, корнеобразователи, мульчирующую пленку, каплю. В общем, все, что используем для того, чтобы укоренить наши черенки винограда. Итак, у нас есть следующие сорта. Это Аватар, Алиса, Азия, Дынька, Рататуй, Олимп, Зоренька, Мускат медовый, Арарат, Зевс, Красная роза, Черный кристалл, Артек, Богема, Бананас, Басанти. В общем, и многие другие сорта. Часть я достал, которую сегодня, собственно, обработаю и поставлю на вымачивание. Чубуки у нас хранились в вот такой пленке. И, собственно, сейчас буду ее разматывать и ставить черенки на вымачивание. Перед тем, как начну разматывать, нужно подготовить, собственно, маточный раствор, на котором чубуки у нас будут вымачиваться. На 60 литров я взял 6 грамм гумата калия, 20 грамм фитоспорина и 3 чайные ложки меда. Теперь, собственно, это все я залью водой. И нужно приблизительно часик подождать, пока это все разойдется. И дальше можно будет нести в нашу емкость, где мы будем вымачивать наши чубуки. И теперь, собственно, приступаем к подготовке наших чубуков. Некоторые чубуки, например, как вот этот, будут разрезаться пополам. Как можно видеть, в принципе, с него можно сделать 2 хороших саженца. Например, вот такого плана. Один будет чубук на 3 почки, другой на 2. То есть вот так будет резаться. Например, вот такие длинные, у которых всего 3 почки. В принципе, можно обрезать на 2. Одну привить, можно оставить на 3, но будет длинный, придется в яму укладывать наискось. То есть, скорее всего, обрежем здесь. Оставим одну почку на прививку. Вот такого плана. Тоже, в принципе, можно вот здесь чекнуть и укоренить. То есть, не обязательно, чтобы у нас укоренение шло под почкой. То есть, почку понятно, что мы ослепляем, но так как обрезали здесь, в принципе, корни пойдут и выше. Они идут не только в междуузле, а и, собственно, с коры, там, где мы обработаем корнеобразователем. Ну и так далее, в принципе. Вот, следующего плана. Тоже можно на 2 штуки сделать. Вот такой на 3 почки. Понятно, что мы резать не будем, посадим целиком. Вот Азия. Тоже вот, например, 3 почки можно сделать 1. Это у нас, видно, был самый низ у побега. Он, кстати, лучше всего укореняется. И вот один будет на 2, один на 3 почки. Также вот есть, например, потоньше. Но тут сразу будет садиться. Этот тоже. Вот, например, есть на 4 почки. Но понятно, что у нас обрезаться он не будет. И высаживаться будет на 4. Вот такой на 3 почки. Собственно, этот можно пополам. 1 на 3, 1 на 2. Ну, в целом, думаю, как подготавливать, понятно. Сейчас сниму клеенку. Показывать, как все чубуки разматывать и подготавливать я не буду. Главное, что здесь нужно посмотреть при срезе снизу и сверху, чтобы у нас была вот такая зеленая структура древесины. Это значит, что у нас чубук нормально перезимовал, и его можно использовать, собственно, к укоренению. Дальше. Следующим образом подготавливается, смотрим, чтобы у нас была живая верхняя почка. Ну и, собственно, нижнюю ослепляем. То есть берем наш секатор и нижнюю почку аккуратно вырезаем. Все. Чубук готов к вымочке. И далее, собственно, несем чубуки вымачивать в наш таз. И теперь, собственно, пока мы подготавливали наши чубуки к вымочке, у нас уже гуматы настоялись, мед растворился. Все. Теперь можно вливать уже в наш таз, в котором наши чубуки будут вымачиваться. И дальше, собственно, сами чубуки уже помещать в таз. Это таз на 90 литров. Воды здесь 60. Все-таки мед немножко не растворился.
внизу остался. Раствор у нас имеет следующую прозрачность. То есть он слегка такой темноватый. Понятно, что если руку опустить на дно, ее не видно. Но, в принципе, вот такого будет достаточно. Все. И теперь уже наши подготовленные чубуки с обрезанной почкой и с двух сторон обрезанными торцами. Все. Мы помещаем, собственно, нашу емкость. И далее чубуки будут стоять до того момента, пока они у нас не притопятся. Это займет приблизительно от 1 суток до 2. Стоя чубуки мы не вымачиваем, то есть они у нас вот так вот лежа. И сверху еще придавливаем грузом, чтобы они у нас вот так вот притопились. Тогда они быстрее набирают жидкость. То есть за сутки, за двое они уже будут готовы. От правильной вымочки, собственно, зависит уже и наше развитие винограда. Если плохо вымочить, может вообще не пойти. Это что касается каких-то десертных дорогих сортов. Если это какие-то технари, типа грузовского или там какого-нибудь пино-нуара, то там, в принципе, куда их не воткнуть, они будут расти. Ну а десертные нужно подготавливать обязательно следующим образом, и будет хороший результат. Все, сейчас я подготовлю все остальные и поставлю на вымачивание. Прошло 1,5 дня с того момента, когда я поставил на вымачивание чубуки. Некоторые из них уже начали притапливаться. В принципе, уже можно их высаживать в школку. Некоторые уже, в принципе, начинают тонуть. Вот аватар уже тонет. Богема тоже уже начинает тонуть. Еще одна богема. В общем, половина чубуков, в принципе, уже готовы к высадке в школку. Также сигналом может служить, если выступает такая, как желеобразная масса. Это уже значит, что чубук наполненный и готов к высадке в школку. Все, в принципе, я считаю, что данной вымочки мне уже достаточно. Они уже полутонут. Все, и сейчас приступлю, собственно, к высадке их уже в гребне. Стояли все чубуки под гнетом, то есть ящик, кирпичик. И вот так они были притоплены. Все. Сейчас буду уже подготавливать в самом огороде 2 гребня, натягивать клеенку, прокладывать каплю. Сейчас чуть позже покажу, как все это буду делать. Переместился я на виноградник. Посредине виноградника, там где будет школка, собственно, натянул шнурок. И теперь от шнурка по 15 сантиметров в разные стороны вначале просыплю зерном с флофотоксом от хруща и от медведки. То есть у нас между гребнями будет 30 сантиметров. То есть сейчас аккуратно просыпаю зерно 15 и 15. И дальше наворачиваю небольшой холмик. Вот так по обе стороны просыпаю зерном с флофотоксом. И теперь уже, собственно, нужно навернуть холмик. Холмик высотой приблизительно, ну, до шнурка сантиметров 15. И уже можно будет натягивать мульчирующую пленку, под нее кидать каплю и далее высаживать чубуки. Сейчас наверну 2 холмика и покажу следующую работу. Так, сформировал 2 гребня. То есть от земли уровень приблизительно сантиметров 15, может быть 20. Теперь между гребней у нас полоса 9 метров идет. Приблизительно внесу грамм 100 нитромофоски и курныка около литра. Сейчас начну вносить. Под конец скажу точную дозировку. Нитромофоска и курнык. Сильно саженцы закармливать не надо. То есть вот так немножко нитромофоски. Тут на всю полосу пойдет где-то жменька. То есть там до 100 грамм даже. Грамм 80, наверное. Чтобы не получить обратный эффект. И также немножко курныка. По чуть-чуть. Много тоже не надо. Это концентрированное удобрение, поэтому на эту полосу даже, наверное, не литр пойдет, а где-то 0,6. Да,
чуть меньше пойдет, чем я думал. Где-то 0,6 литра пойдет на полосу. И вот так будет достаточно. Сейчас здесь тяпкой пройду между гряди, чтобы подзарыть немножко. Далее эти два гребня пролью водой, для того, чтобы они немножко подсели. И уже буду накрывать клеенкой. Кинул каплю между гребней. Это капля с шагом 10. Конец в конце заглушил. Кто не знает, просто так заворачивается раза 3-4. И в обрезок той же капельной ленты вставляется. В принципе, вот так глушится торец. Теперь накрываю клеенкой сверху. И дальше уже начинаю сажать чубуки. Гребень пролил. Сейчас он пропитается. Чуть-чуть по суше станет, когда уже тогда буду начинать сажать чубуки. Вот так будет лежать клеенка. То есть два гребня, капля внутри. Сейчас по краям она накрывается землей. Ширина клеенки метр. Плотность или 60, или 80, не помню. Ну такая тоненькая, в принципе. И до конца вот она лежит. Сейчас ее закрываю. Внутрь чуть-чуть земли, чтобы ее не поднимало по краям. И уже подсушу чубуки. Начну сажать. Далее, перед тем, как высаживать уже чубуки в гребне, нужно, чтобы пятка у нас чубука подсохла. Так как мы будем обмакивать его в гетероуксин. И нужно, чтобы чубук набирал немножко. То есть он только опылялся. Если вот таким мокрым его обмакивать в корневин, то может произойти обратный эффект. Поэтому вот так в ящик мы ставим низом кверху. Для того, чтобы он сейчас обветрился, подсох. И, собственно, уже можно было тыкать в школку. Все. Сейчас минут 10-15 это подсохнет. И далее уже, собственно, начнем высаживать школку. Теперь, значит, когда торцы вот так обветрились, то есть они подсохли, можно их обмакивать в корневин. То есть сам торец винограда берем в корневин и лишнее обтряхиваем. То есть не должно быть толстого слоя. Остаток корневина обстукиваем хорошо. Не должно быть такого, чтобы корневин был кусками на чубуке. Все, такого слоя будет достаточно. И теперь уже, собственно, погружаем нашу клеенку внутрь. Все. Вот так будет достаточно. То есть заглубили, например, сантиметров 8. Например, треть чубука. И на этом достаточно. Я, значит, делаю разрезы ножиком через ладонь. Получается приблизительно или 12, или 13. То есть вот такие прорезы. Уже далее вставляется виноград. В принципе, и сейчас вот так 2 полосы забью. И потом покажу результат. Сорт Аватар. Чубук в начале и в конце подписывается, для того, чтобы сортность не потерять. Все, и в принципе вот так они высажены. Дополнительно можно вот так по клеенке обжать, чтобы они не болтались. Все, и тогда они уже нормально стоят. Также после того, как высадятся все, включится капля. И дополнительно у нас, собственно, они подсядут. Ну, в принципе, если так прожимаешь, вот видно, уже нормально стоят. Вот до того, как уплотнено, и сейчас. То есть вот так слегка можно утрамбовать. Каплю мы будем делать завтра. Кидать основу, подключать трубки капельные. Поэтому вот так я сегодня обдавлю. Ну и в принципе будет достаточно. Сейчас довысажу все остальные чубуки и поставлю мини-парник. Потому как у нас пришло тепло очень быстро. И для того, чтобы чубуки не померзли ночью, чтобы температура была выше, чтобы они хорошо стартанули, поставим мини-парничок. Итак, завершил я посадку чубуков в школку. Одну полосу доделал. Получилось между чубуками приблизительно сантиметров 12. Здесь в районе 30 междурядья.
Ну и в длину 9. Завтра достанем культиватор, сделаем еще одну полоску чубуками и еще одну. То есть будет приблизительно 3 полосы. Возможно 4. Посмотрим, сколько будет чубуков, какие актуальные, какие нет. Дальше. Завтра смонтируем каплю. Вот сюда ставится кран, зажимается капля и врезается уже в трубу, которая идет у нас главная, проходная. И уже с нее дальше идет 16-я. То есть это 16-я капля, труба 32-я, магистральная. Чуть позже видео, я думаю, покажу, когда школка начнет развиваться. Также сегодня накрывать парником не буду. Скорее всего, завтра примем решение, накрывать или нет. Но думаю, что пару грядок, где у нас идут кишмиши и десертники, думаю, накроем. Поэтому на этом, друзья, все. На полосу пошло полкилограмма пшена с афлатоксом. В следующем видео покажу, как его приготовить. Просили под прошлым видео показать, как я готовлю. В следующем видео покажу. На этом, друзья, все. Пишите в комментариях, как вы сажаете виноград в школку. Будет интересно почитать. Возможно, что-то узнаю новое для себя. На этом все. Всем спасибо и до свидания.